Слышали вы фразу «играть человеком слишком банально»? Дворф, наверное, прибухнуть любит. Полуорк, точно варвары будет устраивать трэш. Всем привет! С вами Саня ДНД, и сегодня мы прожарим игровые расы и тех, кто их выбирает. И начнем мы с классики. Человек. Ты банальный. Из всего многообразия населения фэнтези ты выбираешь самую скучную версию. Себя. В ДНД множество раз. Только в этом ролике мы рассмотрим 9 из них. Но ты выбираешь самый базированный. Не то слово. Про это дальше. Самый попсовый вариант. Серьезно? Ты ленивый, ты не хочешь запариваться, берешь то, что привычно, отказываешься выбирать, ведь так сложно погрузиться в другие расы. Мне кажется, ты веришь в величие и превосходство одного вида. Твоя базированность дает тебе выбрать ксеносов и их прихлебателей. Есть еще альтернатива. Ты взял вариативного хумана. Мастер запретил брать тебе Custom Lineage, но ты хочешь черту на старте, и мачкинство не позволяет тебе расслабиться. Но на самом деле игрок, выбравший человека, просто хочет слиться с игрой, погрузив себя в мир сказок и героев, раскрывая фантастичность окружения. Дворф. Ты любишь пиво и хочешь его пить на игре, объясняя это отыгрышем. Ну а в принципе, кто не любит вкусненького пенного? Ты ненавидишь манерность. Твой главный враг — эльф, затягивающий ролеплей своими длинными витиеватыми фразами. Ты прямолинеен, говоришь, что думаешь, и тебе нужно оправдание очередному оскорблению, сказанному между делом твоему товарищу за столом. А твоя книга обид на других игроков всегда у тебя под рукой. Ты Дон Скуфидон. Дворф — это лучшая иллюстрация для изображения типичного, ворчливого подпиваса. Когда твое пузо не помещается за столом, ты хочешь, чтобы это был отыгрыш. Не так ли? Но при этом ты горд и целеустремлен. Ты всегда знаешь, чего хочешь добиться, как в жизни, так и в игре. Твой путь никогда не уйдет в сторону за сайд-квестами. Драконорожденный. Ты Фури. К сожалению, кошка-девочек в книге игрока пока нету. Поэтому ты берешь дракона-мальчика и пытаешься быть миленьким. Ты точно не такой, как все. Ты уникальный, ты свободный мыслитель. Ты выделяешься своим ростом, чешуей и хвостом, которого нет. Впрочем, как и остальные миллионы игроков на драконорожденных. Ты слишком любишь Skyrim. Алдуин твоя вайфу, и ты хочешь быть как он. Аргнианская дева снится в твоих мокрых снах, а большего тебе и не надо. Возможно, ты всегда хотел завести себе рептилию. Ты даже смотрел цены на террариумы. Но понимаешь, что любая животина у тебя умрет голодной смертью. Но справедливости ради, драконы крутые и дышат огнем, или холодом, или молнией, или кислотой, или ядом, или перегаром. Полурослик. Ты хотел быть Фродо, но, к несчастью, ты не Элайджа Вуд. Звать тебя Иван из Усть-Пиздюйска, который слишком много раз смотрел режиссерскую версию «Властелина колец». Ты домашний, добрый, малый, всех это бесит, но звук поедания печенек, принесенных тобой на игру, заглушает их недовольство и ворчание. Тебя заебали единицы на кубах, ты статистическая аномалия, и именно поэтому делаешь все, чтобы на кубе было двухзначное число. Хотя это и не мешает тебе перекидывать единицу на единицу. Ты скучный, и от трехчасового общения с торговцами в городе тебя может отвлечь только мат мастера и сопартийцев, которые хотят двигать сюжет компании дальше. Но ты действительно любишь фэнтези и «Властелина колец». Твой отыгрыш всегда приятен, хотя обычно и заключается в общении с персонажами мастера. А твой голос разума всегда успокаивает этот карнавал за столом. Гном. Ты точно технарь. Или девочка. Есть два типа игроков на гномах. Те, кто управляются с техникой и с механизмами, и те, кто думает, что они миленькие и обмазываются блестками. Ты точно играл в WoW, ведь только там гномы представлены как нормальная раса, а не глиняные фигурки в саду. Ты всегда хотел быть гоблином, но боишься, что тебя неправильно поймут. К сожалению, в книге игрока нет гоблинов, да и остальные на тебя странно косились, когда ты сказал, что гоблины крутые. Ты ошибся в переводе и хотел быть дворфом. Каждый год
Тысячи невинных игроков выбирают гномов, думая, что будут играть бородатыми коротышками. Мы сможем исправить это. Подписывайся на мой Бусти, и мы поможем жертвам неправильных переводов. Но ты точно оптимист, раз продолжаешь играть гномом. Ведь твоя уверенность в своих силах перевешивает среднестатистического гнома. Полуорк. Ты тестостерон! Без разницы на твой пол! Ты мужик! И это главное! Твои решения брутальны! Твои атаки, как у настоящего чада! Ты всегда варвар, полуорк! Всегда варвар! Даже если в листе персонажа написано что-то другое, ты варвар, мужик! И этим все сказано. Ты хотел быть орком, но приходится работать с тем, что есть. Опять же, книга игрока не дает играть орками, как и гоблинами. Ты жалеешь об этом в каждой секунде своей игры. Но что поделать? Когда жизнь дает тебе полуорка, бери и делай из этого орка! Возможно, в тебе не хватает тестостерона, и ты компенсируешь. В жизни ты обычный задрот. Не можешь поднять даже 5-литровку с водой. Но в игре ты полуорк, Гримгор-потрошитель, который может все, что не можешь ты в жизни. Но зато ты точно инициатор и заводила всего кампейна. Ты всегда на первой линии сражений, даже когда они не подразумеваются. Все, что тебе нужно, это бить и еще раз бить. Любая проблема решается через бить, даже когда проблема пазл. Тифлинг. Ты точно не такой, как все. И поэтому ты взял вторую по популярности расу в ДНД. Ты уникален. По лору тебя должны все презирать. Но ты кладешь на это большой и толстый хвост, которого нет у драконорожденного. Когда-то, в начале 2000-х, ты был постоянным членом форумных ролевок и лично участвовал в истории с Газебы. Ну, или так всем говоришь. Ты любишь сумерки и берешь такого же красивого и выделяющегося персонажа, как твой любимый Кровосися. Ты хорни. Не в смысле, что у тебя есть рога, ведь у тифлингов обычно их нет. Ты просто пошляк. И давай закроем на этом тему. Ты любишь писать долгие душные предыстории, больше, чем играть, а мастер их даже не читает, прося тебя написать краткий пересказ. Но ты точно хорошо отыгрываешь, и в отличие от полуросликов, твой ролеплей не сосредоточен на приятном общении со всеми подряд. Ты знаешь, когда и как себя вести, чтобы сохранять атмосферу приключения. Особенно, если другие персонажи будут готовы выслушать твою трагическую предысторию. Эльф. Ты выше других, потому что ты действительно лучше всех за столом. Живешь дольше всех, играешь дольше всех, а магом в 42 ты стал быстрее всех. Ты слишком претенциозен для пива и обычно пьешь вино. Но когда есть только пиво, даже его ты пьешь с оттопыренным мизинчиком. Ты виабу. Ты слишком много смотрел аниме, а эльфов китайских порномультиков слишком много для твоей краткой жизни. Ты слишком любишь фэнтези и, начитавшись об утонченных эльфов, считаешь, что будешь таким же изящным, красивым, идеальным, морисюшным в этом грязном фейруне. Нет. Но зато знаешь лор лучше ДМа. Ты читал все книги про Эльминстера и Дзирта. Можешь рассказать кому угодно об истории мира. Полуэльф. Ты сел на оба стула. В тебе нет чести, но есть пиво. Ну, или наоборот. Ты сочетаешь в себе все недостатки как людей, так и эльфов. Ты такой же напыщенный, но все еще скучный, как и любой другой человек. Ты пытаешься сделать вид, что не нарцисс, но все равно все считают, что ты сидишь с лицом, будто у тебя под носом насрано. Ты читаешь больше фэнтези, чем эльф. Ты знаешь, кто такой Том Бамблдил. Даже я не знаю, кто такой Том Бамблдил. Ты знаешь, что у эльфов не растет борода, и поэтому выбрал полуэльфа. Ура! Борода у тебя есть. Но ты все равно такой же плоский по предыстории, как и любой другой человек. Ты всегда подскажешь другим, как играть, даже если они этого не просят. Ведь ты действительно знаешь, как выжить за этим столом. Ну и на этом все. Не воспринимайте все, что я говорил, тут слишком серьезно. Это всего лишь большая шутка про стереотипы. С вами был Саня ДНД. Смотрите неудачные дубли на Бусти. Подписывайтесь на меня в Телеграме и хороших игр.
Покедова. Ты так любишь книжки про Диртон. Не знаешь пока этим вайпе. И дома, когда никого нет, смотришь сериал «Люцифер». Если узнаешь про Страда Кампейн, то оставайся, пожалуйста, Тифлингом Блейдом.